У фонда «Общественное мнение» вышел новый опрос о тревожности. И прежде всего здесь нужно объяснить, почему именно такой опрос представляется очень показательным. В военное время в России почти любой политический опрос звучит примерно так. Вы в восторге от всего происходящего или хотите сесть на 8 лет? Именно так любой нормальный респондент слышит любые вопросы об отношении к Путину или к войне. Опрос же о тревожности сформулирован грамотно. Какое настроение, по вашему мнению, преобладает среди ваших родных, друзей, коллег и знакомых? Спокойное или тревожное? Это не вопрос о том, не пора ли лично тебя, труса и паникера, поставить к стенке. Это мнение о чужих настроениях. Его высказывать вроде как безвредно. По графику мы явно видим. С апреля кривая тревожности однозначно поползла вверх. 14 июня уже 51% респондентов оценивал настроение окружающих как тревожные, против 43% тех, кто заявлял, что все вокруг в основном сохраняют спокойствие. В этих данных нет ничего удивительного. Это социологическое отражение реальности. Об этом мы поговорим. Перед тем, как перейдем к обсуждению, напомню. По ссылке в описании вы найдете разные способы обойти блокировки интернета, в том числе и бесплатные. Чтобы понять, почему уровень тревожности так лихо растет, стоит посмотреть на новости последних недель. Мы перечислим, почти не углубляясь. ВСУ отрезали Крым от снабжения топливом. Теперь уже официально на полуострове полностью остановлена продажа топлива. Понятно, что с такими новостями никакого туристического или курортного сезона в Крыму не будет. Да, большая часть территории России находится в таком чудесном климате, что наш человек готов пробираться на моря прям по окопам, а ракеты и беспилотники для него на вроде мушкары. Им не встать между горняком из Кузбасса и пляжем. Тех, кто ездил на плацкарте по июльской жаре из Тюмени в Анапу, вообще сложно чем-то в жизни напугать. Но проблема сейчас в том, что до Крыма добраться, как и выбраться из Крыма, становится физически невозможно. ВСУ держит под контролем дронов трассу Новороссия, одновременно атакуя и паромы через Керченский пролив, и нефтяные терминалы по обеим сторонам. В результате топливо, которое уже успело прибыть в Крым, позавчера ночью сгорело. Вся реакция государства же свелась к объявлению для местных жителей о полном прекращении отпуска горючего в частные руки. Сложно представить себе из этой ситуации выход. Пока у кого-то есть запасы, пока баки еще не совсем пустые, пока где-то можно найти перекупов и залить бензин по 300 рублей. Но пройдет неделя, две, и закончится все везде и у всех. Государство же демонстрирует слабость и неспособность защитить даже те территории, которые считают для себя важными и сакральными – Москву и Крым. Как должны себя чувствовать люди, которые живут в сильно менее важных для государства местах? Теперь, помимо топливного кризиса, реалии Крыма – это еще и отключение света и воды. Здесь тоже нет никаких гарантий, что все те же проблемы не пробьются на титульную территорию России, что те реалии, в которых с начала войны жила Украина, после атак на энергетическую инфраструктуру не захлестнут, по крайней мере, приграничную область. История из Пензенской области, понятное дело, производит впечатление. Пока она локальная, мы не видели ничего похожего в других местах. Видимо, Крутилова, Винтилова, Хваталова с принуждением к подписанию контракта – это пока местное творчество. Видимо, у региона настолько горит план. Но понятно же, что мы не одни эти кадры видим. Их видят и в других регионах, где, если не завтра, то через месяц начнет срываться план по поставке наемников в армию. Если такими методами можно план выполнить, то именно такими методами его выполнять и будут. Если можно не повышать в очередной раз выплаты за подписание контракта из непонятно каких денег, а просто похватать людей на улицах, то их похватают. В такой ситуации не нужно какой-то центральной руководящей воли, приказа из Кремля перейти от пряника к кнуту, от гонки выплат к принудительной мобилизации. Просто все регионы находятся тут в одинаковых условиях. Ото всех требуют искать людей на фронт. У всех поток желающих падает. У всех аховое состояние бюджета. Все достигли предела роста выплат. Если в Пензе такое прокатило, если из Москвы никто не одернул за сцену Винтилова перед выборами, то это дело может распространиться по всей стране со скоростью ковида. Так происходит с любыми практиками, которые работают и сходят при этом с рук. Когда жители Псковской, Ивановской, Свердловской области смотрят на Пензу и волнуются, что принудительная мобилизация придет и к ним, они волнуются по делу. В текущих условиях не обязательно Путину принимать решения.
Бусификация вполне может начаться снизу. Тем более президент явно самоустранился от управления страной. А еще есть новости о топливном кризисе в Москве. Их влияние обсудим после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Блокировки соцсетей не только мешают связаться с близкими, но и бьют по бизнесу, причем сильнее, чем налоговая реформа. У малого бизнеса обрубается канал коммуникации даже с постоянными клиентами. Приходится, как в нулевых, печатать флаеры и раздавать на улице. А клиентам лично приходить в салон, чтобы записаться на стрижку. И все острее встает вопрос, какой VPN выбрать, чтобы оставаться на связи и не терять полезные контакты, которые вы собирали годами. Лучшим решением здесь будет завести несколько VPN. Если заблокируют один, можно продолжить работать со вторым. Сейчас, например, Durif VPN дает 3 бесплатных дня для теста, чтобы вы могли убедиться, что сервис этот обходит белые списки и стабильно работает. Durif VPN маскирует трафик так, что провайдеры использования VPN не видят. Поэтому звонки проходят без сбоев даже на парковке, а соединение остается устойчивым. Установить Durif VPN можно буквально за пару минут и к одному аккаунту подключить устройство хоть всей семьи – ноутбуки, смартфоны и даже телевизор. Попробовать сервис можно по ссылке в описании. И если понравится, используйте промокод CATS 25%, чтобы получить скидку. Продолжаем. Мы сказали о кризисе в Крыму и обсудили, что происходило в Пензе. А еще новости о топливном кризисе в Москве приходят. Всего недели полторы назад разговоры о топливном кризисе за пределами Крыма звучали смешно. Например, на некоторых заправках в Москве было ограничение на отпуск бензина в 100 литров. 100 литров – это объем бензобака Cadillac Escalade, двухкомнатной квартиры на колесах. У здоровенного BMW X5 80 литров. Для легковых автомобилей такое ограничение ничего не значит. Сейчас же эта тема перестала казаться смешной. Топливный кризис шагает по всей стране. Где-то он признается, где-то признается лишь частично. Но пустые заправки в Москве уже реальность. Эту реальность изо всех сил пытаются лакировать. Специально обученные блогеры стоят на пустых заправках и хвастаются отсутствием очередей. Но люди каждый день сталкиваются с тем, что топливо становится все менее доступным. И сколько ты не рассказываешь, что ситуация под контролем и не следует поддаваться панике, они видят пустые заправки и разумно полагают, что такими темпами топливо может не остаться вовсе. Абсолютно все приняли реальность. Войне не будет ни конца, ни края. Прошлогодний оптимизм и сравнительно низкие уровни тревожности объяснялись тем, что вся страна уверовала в скорый мир, в скорое возвращение к норме. Рынки росли, потребительский оптимизм рос, люди настолько хотели окончания войны, что ловили любые намеки. Сейчас уже сложно поверить, что вся первая половина прошлого года прошла под флагом дискуссии, на каких, мол, условиях в Россию вернутся западные бренды. Все себя убедили, что Ford, MasterCard и Uniqlo уже с котомкой под дверью стоят. Сейчас любой человек, который заговорит о том же, сойдет за душевнобольного. Всем ясно, что война, а значит ее последствия, не закончатся ни завтра, ни через месяц, ни через 2 года. Многое можно пережить, если предполагается какой-то конец происходящему. Сейчас же все понимают, что конца не наблюдается, и нужно формировать рутину, исходя из этого. Не надо ждать, что завтра прилеты закончатся, что через месяц риск настоящей мобилизации выветрится. Надо исходить из того, что через год будет почти все то же самое, но хуже, больше и чаще. Такие настроения отражаются не только в вопросах. Индекс Мосбиржи за день потерял 4%. Сейчас он на уровне 2300 пунктов, рядом с минимальными значениями первых недель войны. Для сравнения, на пике веры в мирную сделку в феврале 25-го индекс поднимался до 3200 пунктов. Люди не только отвечают в вопросах, но и голосуют деньгами, и ничего хорошего не ждут. Отношение к войне, выраженное в ожиданиях инвесторов, сейчас такое же, как в первые панические недели войны. При этом разговоры, что неплохо бы граждан раскулачить на банковские вклады, становятся все более отчетливыми. Да, сейчас эту мысль вложили в уста председателя КПРФ Зюганова, как часть кампании по тому, чтобы отвадить избирателей от любых альтернативных голосований. Будет еще очень много поцелуев со Сталиным, много предложений развязать красный террор. Тем не менее, от кого бы такие разговоры не исходили, они не добавляют гражданам оптимизма. Чем дальше, тем более очевидно. Уже не стоит вопроса о том, стоит ли государству забирать вклады в принципе.
Вопрос только в том, как технически и политически это провернуть. Экономический же оптимизм, характерный для первых лет войны, улетучился с такой скоростью, будто его и не было. О гонке зарплат, о всеобщем обогащении, с текущей ключевой ставкой и с нынешним состоянием бюджета можно уже забыть. Снова в оборот вернулись слова из 90-х. Неплатежи в экономике, задержки заработных плат, а в отдельных случаях государственных социальных выплат. Пока, по крайней мере в части зарплат, явление это носит локальный характер. Общая накопленная задолженность пока представляется копеечной. Но это не отменяет простого факта, что само явление снова с нами. Как и неполные рабочие недели, как и неоплачиваемые отпуска и скрытая безработица. Российский рынок труда устроен таким образом, что высокой номинальной безработицы у нас не будет. Большинство занятых у нас трудятся в крупных компаниях, которым массовые увольнения де-факто запрещены. Но люди живут же не в цифрах статистики. Люди живут в реальном мире. И если половину вашего цеха отправили в отпуск, перевели на голый оклад на неполную неделю, то вам не станет легче от того, что у ваших коллег как бы все еще есть работа, что официально они не безработные. Трудовой договор еще никто не научился есть. Он невкусный и не питательный. Им не заплатишь ипотеку. И люди действительно боятся оказаться на месте таких вот коллег, соседей или друзей. Переживают о потере работы. Даже если формально об этом речи не идет. В стране нет лидерства. У президента такой масштабной страны, как Россия, вообще не так много оперативной работы. Если он только сам себе ее не придумывает, не начинает вручную отапливать подъезды и двигать батальоны по полю боя. Одна из немногих настоящих обязанностей президента России – быть с нацией во время разного рода бед, катастроф и кризисов. Внушать фигурой своей какую-то уверенность, быть лидером в момент, когда людям нужна поддержка. Чем больше Путин врастает в кресло, тем меньше он этим озабочен, тем меньше считает себя обязанным появляться во время кризисов. На первом сроке, когда в стране еще существовали независимые эфирные СМИ, Путина все-таки вытаскивали за уши к людям. Приходилось, пусть и не сразу, но что-то говорить и о Курске, и о Нордосте. Потом уже Путина к этому никто не мог принудить, и его образ поведения при любой катастрофе исчезнуть на неделю закрепился. Но когда катастрофа происходит в естественном режиме, когда раз в несколько лет происходит что-то уровня пожара в зимней вишне, то исчезновение лидера в глаза не бросается. Когда же катастрофы в стране происходят каждый день, то оглушительное молчание власти не может не беспокоить людей. Владимир Зеленский тоже вряд ли испытывает огромное удовольствие. Чуть что случись, надо хватать телефон и записывать обращение к нации. Но это работа такая. Президент воюющей страны должен быть со своим народом. Он должен каждый день показывать, что он в курсе происходящего. Он должен каждый день показывать, что власть живет со своими гражданами в одной вселенной. Что ситуация плохая, но управляемая. Путин же в момент, когда в Москве взрывается и горит НПЗ, сидит в Казани и раздает комплименты Лаосу. Рассказывает, куда пристроить слонов оттуда. Это выглядит абсолютно сюрреалистично. Сюжет плохой пародии на разложение власти. И понятно, что люди это чувствуют. И это добавляет беспокойства. Добавляет ощущение бардака и неуправляемости. Нет никакого толка от комментариев Дмитрия Пескова. И даже не потому, что он ерунду несет, но потому, что он подставка под микрофон. Он не лидер. Сводка новостей за каждые сутки сейчас – это такой список разного рода бед и катастроф. Его еще в нормальное время хватило бы на год. Нет ничего удивительного в том, что напряжение и тревожность граждан растет. Тем более, что граждане подспудно понимают, государство оставило их с этими бедами и катастрофами один на один. Может показаться, что ощущение людей и растущий уровень тревожности – это какая-то абстракция. Но на самом деле общественное настроение – это самый важный экономический и политический фактор. Именно на основании настроений, царящих в семье, на работе, в окружении, люди принимают решения. Не на основании цифр и статистики. Если у всех вокруг растут зарплаты, если люди верят, что их доход будет расти, они спокойно тратят деньги, берут ипотеку, идут в ресторан и платят там кредиткой. Растет потребление, растет спрос на рынке труда, растут зарплаты. От этого еще больше растет потребление, и так по кругу. Ощущение роста образует сам рост. Если люди ведут себя так, будто их доходы будут только расти, доходы в экономике действительно будут расти. Ощущение же кризиса создает кризис. Собственно говоря, кризис и наступает в тот момент,
когда все его ощущают и меняют в связи с этим свое поведение. Не тратят, не инвестируют, опасаются долгов, стараются сберечь то, что есть. На этом падает потребление, сокращаются рабочие места, отчего потребление и инвестиции падают сильнее. И так работает везде и во всем. Если ты видишь очередь на заправке, но уверен, что завтра ее не будет, то это локальная временная проблема. То ты не встаешь в эту очередь и не заливаешь по горлышко, а просто едешь домой. Если же ты видишь очередь и думаешь, что сегодня тут очередь, а завтра топлива не будет вовсе, ты встаешь в очередь, а после нее в другую. Ты собираешь все топливо, какое найдешь, и шок со стороны спроса еще сильнее усугубляет кризис. Чем больше очередей, тем больше очередей. Винтилово и принудительное подписание контрактов происходит из-за дефицита желающих подписать его добровольно. Но сами по себе эти сцены показывают, что войне не будет конца и края, и что она идет не очень-то удачно. А потому, раз желающих подписать контракт добровольно, наивных людей, которые верят, что их не погонят в штурм, их становится еще меньше, значит Винтилова будет еще больше. Чем больше граждане видят, что государство находится в дисфункции, чем меньше доверяют его словам и действиям, тем больше эта дисфункция усугубляется. Настоящий кризис, хоть экономический, хоть политический, наступает не тогда, когда в каком-то квартале какие-то циферки хуже, чем в квартале прошлом, а тогда, когда все в кризис начинают верить. И судя по динамике общественного мнения, ровно это сейчас в России и происходит. До завтра.